Антонио Тичинева презента. Вот так подчивают в скоростных поездах Италии, а я приветствую вас, мои дорогие зрители. Сегодня мы с вами в Монтепульчано, а это прекрасная Барбара, которая забрала меня со станции и отвезла в дом, который она сдает. Записываем в наш виш-лист, что в следующую поездку в Тоскану мы отправимся на виноградники. Вот мой маленький сказочный домик, двухэтажный, между прочим. Всем привет! Хотела показать вам мое жилище в прекрасном месте Монтепульчано. Я, конечно, в шоке от этой красоты. Это дом. Здесь продумано все до мелочей. Начну с кухни. Кухня и такая гостиная. Это соответствует данной местности. Так, начнем. Заходите, одеваете маску, шутка. Маска есть, спрей есть. Оставляете вот City Tax, это налог городской. Камин у вас есть, телевизор у меня в данный момент нереально вкусно пахнет. Могу сказать, я уже посмотрела посуду, даже терка есть, да все есть. Можете и сварить кофе, есть кофемашина. Этот диван раскладывается, но он небольшой. Смотрите, вы можете использовать кофемашину, сахар, такие как сухарики, но это какие-то местные печенюшки. Потом, что у нас здесь? Чай. Тоже местные какие-то кренделечки. Чайник. Куча чая. Захотели выпить вина, оно не охладилось, можете добавить лед. Хотя так лучше не делать. Лучше просто охладить вино в морозилке. И вот, смотрите. Целый холодильник еды. Вода, молочко для кофе, йогурты, сливки, сок. Вот такие вкусняшки. Это кексы и вот такие штучки сладкие. И фрукты. Господи, Барбара богиня. Это самое прекрасное жилье. Я вот люблю жить там, где все продумано. Мне красота нафиг не нужна. Я потом вам расскажу про Верону, где стоимость была почти в 2 раза больше, но все не продумано. Жидкое мыло, хороший фенчик. Вот вам все, что нужно. Ватные диски, салфетки. Тоже нереально вкусно пахнет. Вот у вас душ. Такой милый. Туалетик прям. Такой я даже не видела. Мимишный. Вот, вы поднимаетесь на 2-й этаж. И вот она спальня. Все с любовью. Мой багажик. И 2 окна. Все в таком старинном стиле. И Барбара меня встретила. Вы понимаете вообще? Трансфер. Если вы на поезде, как я, то это прям супер. Прямо в историческом центре, то есть это прям в городе. Я уже боюсь идти, там так красиво, пока мы ехали. Сегодня, кстати, какой-то праздник. Сниму обязательно.
Привет. Счастливый человек. Удивительно, но пошел дождь. Я думаю, что это ненадолго. Ну что, друзья, моя поездка началась с ливня, но у меня сейчас тихий час. Так что пусть он польется и закончится. Он назревал, это было очевидно. Я не любитель десертного вина, но я решила пробовать разное. И я могу сказать, это было божественно. А дегустирует тут повсюду. Как живой. Вот сюда нужно сходить. Сюда. Главный вопрос, как я дойду обратно? Ну, не будем об этом думать. Не видно дороги, она крутая, наверх, я еще не дошла. Ну, я думаю, это стоит того. Не перестаю восхищаться умением итальянцев украшать свои дома. Это целое искусство. Что означает букет на двери? Если знаете, напишите. Хочется останавливаться и рассматривать каждую маленькую деталь. Я дошла! Ура! Восхитительное знаковое место в этом городе, обязательное к посещению. Счастливый человек, а Тоскана божественна. Лежа на земле, он просто любуется этим местом нон-стоп. Зачем путешествовать, когда на твоей родине вот такой рай? Даже квадрик смотрится в этих местах гармонично. Просто это Италия. Жених такой крошка, но главное — счастье. Santi martiri di Cristo, Santi Aquila e Priscilla, Santi Mario e Mario. Второе венчание за это путешествие. Это становится традицией. Неожиданно попала на венчание. Венчание закончилось, и пора на ужин. Забралась в виноградники. Уху! Никогда в жизни не видела это вблизи.
настоящие винодельни. Рискуя жизнью, забралась в виноградник. Ну, нет здесь пешеходных переходов. Уж извините. Ощущение, что я снимаюсь в своем любимом фильме «Хороший год». Блин, кто-то в кустах. Надеюсь, не сожрет меня. Ну все, следующая поездка будет в виноградники. Это очень красиво. Блин, не знаю, где я. Но что-то тут красиво. Интересно, наверх можно здесь забраться, чтобы обратно не идти? Там вот что. Даже кладбище у них красивое. Жутко. Мне кажется, я очень много потратила энергии, и мне пора на ужин. Всегда поражает, как они строили, что это стоит веками. Ну а перед ужином обязательно заходим на мою любимую видовую площадку. Хотя это просто парковка. Вино Брунелло, конечно же, было восхитительным, а вот паста была, ну так себе. В местах попроще она гораздо вкуснее. А закуска, кстати, была такая, как будто ее кто-то уже пожевал. И на вкус также. Прекрасная старость. Сидишь тут каждый вечер и наслаждаешься дарами, которые производят в этом плодородном регионе. Ну и уже традиционно моя смотровая возле дома. Открыты. Хоть и поздно, и городок очень маленький, но, как видите, жизнь в ночи по-прежнему кипит. Желаю вам прекрасных путешествий, а я с Барбарой следую на вокзал и слушаю ее разговор с мужем как песню. А мне пора дальше исследовать Италию.